Всем привет! Это очередной влог, и, как вы поняли, я лечу в Японию со своим молодым человеком. И вообще у меня есть такие небольшие новости. Я устроилась на работу, и теперь я буду ходить в офис. Собственно, поэтому мы и организовали эту спонтанную поездку, так как теперь выезжать куда-то будет намного сложнее. Но не будем о моей работе. Мы летим в маленький город Сидзуока, и уже оттуда мы будем ездить по разным локациям, где видна та самая знаменитая гора Фудзи. Наш трип только на 3 дня, поэтому вместо каких-то больших городов мы решили посмотреть на природу. И, если честно, я такое люблю даже больше. Не буду много говорить, увидимся с вами уже в самой Японии. Всем пока! Говорят, что увидеть гору Фудзи — это большая удача. По наблюдениям, гора полностью видна только 120 дней в году из-за того, что она почти всегда прячется за облаками. Мы выбрали именно город Сидзуока, чтобы увидеть как раз-таки гору, но так как мы полетели только на 3 дня и по прогнозу должен был идти сильный дождь, я очень переживала, что у нас все-таки не получится. Но в какой-то момент волшебным образом погода улучшилась, и мы увидели гору еще в самолете. Видимо, мы очень удачливые. Мы очень голодные, мы решили не ходить по таким инстаграмным местам, где куча туристов, поэтому мы нашли популярное место среди местных жителей. И хозяева какая-то очень милая супружеская пара. 맞아. 너무 좋다 그래서. 그러니까. 야, 비바. Нельзя. No, no, no. 원원원. 이지. Мы заказали жареный рис, мандушки и рамен. Мы очень вкусно поели, и за все 3 блюда у нас вышло всего лишь 5000 тенге. Очень дешево. Мы едем в нашу гостиницу. На 1 ночь арендовали традиционные японские домики, где есть еще горячие источники. Мы заранее арендовали машину, так как Сидзуока — это очень маленький город, и мы не планировали оставаться только там, хотели покататься по окрестностям и смотреть на природу. Молодого человека интересует только здание. Он архитектор, поэтому он постоянно вот так вот. Ой, поэтому он постоянно останавливается, трогает стены, иногда даже полы трогает. Не знаю, как вам все это описать, но здесь нереально красиво. Прям такая умиротворенная атмосфера, так тихо и спокойно. Ладно, может быть, не все так тихо и спокойно. Мы сейчас на вода. На вода. Мы сейчас мочим наши ноги. Мы сейчас на Япон. Япон? Япония. Вот такой вот у нас красивый вид. По-моему, я не говорила, но молодой человек не в первый раз в Японии. 나 많이 왔어. 나 어릴 때부터. 한 5번, 6번? That's why he tells me a lot of different interesting facts about Japan, Japanese culture, but he has never been in this city before. После прогулки мы наконец-то заселились в рёкан. Это вид традиционных японских гостиниц, где обязательно есть горячие источники. Я считаю, что это не просто жилье, а это целый культурный опыт, который стоит попробовать каждому, если вы посетите Японию. Вау! Давайте я вам сделаю небольшой быстрый рум. Ой, молодой человек занял ванну. Пока. Здесь у нас такой вот маленький коридорчик. И справа находится мини-ванная. Здесь, кажется, душевая. Все такое миниатюрное. Корзинки, сумочки, куда можно ложить полотенце. Напротив снова раковина маленькая, чайник. Кухонная зона.
И так вот у нас 2 кровати, а еще нам сказали обязательно надеть вот эти традиционные халаты. Такая вот комнатка. Там еще отдельно туалет. Вот здесь и терраса с самими источниками. Моющая зона. Раньше мылись вот так вот, сидя на вот таком вот маленьком стульчике. И все это на открытом воздухе. Ну кайф, ребята, кайф. И здесь все зона со всякими полотенцами, кремами и феном. На территории гостиницы есть несколько видов источников. Есть на открытом воздухе, есть внутри, есть большие общие купальни, где, конечно же, мужчины и женщины отдыхают отдельно, и есть источники поменьше для уединения. Мы с молодым человеком, например, купались только там. Это, наверное, самая расслабляющая атмосфера, в которой я когда-либо была. Мне кажется, это такой хилинг для души и отличный способ восстановить свое ментальное состояние. Мы искупались, немного отдохнули в номере и сейчас пойдем на ужин. А после ужина мы хотим снова пойти купаться. И на сегодня, в принципе, все. Гостиница также предоставляет ужин с традиционными блюдами, но мы забыли забронировать его, поэтому остались без ужина и решили просто выйти в ближайший ресторанчик возле гостиницы. Говяжий язык. Молодой человек сказал попробовать. Окей. Очень вкусно вообще, да, на удивление. Еще мы заказали какую-то курочку и рис. Мы с моим молодым человеком об этом тоже говорили. Нам кажется, что японский язык очень такой милый, и японцы как будто бы поют, когда разговаривают. Они тянут все слога. Это очень мило. 私は全然わかんないからだから言ってくれれば入り出したの Я очень хотела прийти в обычный продуктовый магазин. Я видела всякие обзоры в социальных сетях на различные японские вкусняшки. Тут реально очень много всего. Конечно же, очень много матчи. Мне ничего не понятно, потому что тут все написано только на японском языке. По идее, в этом и прикол. Можно пробовать разные штучки на свой риск и страх. Печеньки со вкусом пельмешек. Мини-роллы. 이것도 유명한데? 푸딩 이런 거. Иго? 푸딩. 난 이거 하나 먹어야 돼. Я думала, что в Корее очень крутые супермаркеты, но Япония во всем просто опережает Корею. Это еще уже все раскупили. Обычный 7-Eleven, представляете? Мы взяли какие-то пудинги и типа шашлычки, что мы не особо голодные. Вообще, если честно, до этого я никогда особо не хотела в Японию. Думала, что, в принципе, культура Кореи и Японии, конечно, они разные, но я думала, что приблизительно все равно они очень похожи. Но, как оказалось, здесь все максимально по-другому. Я, конечно, слышала о том, что в Японии все намного, скажем так, утрированнее, чем в Корее. Вот то, как люди соблюдают правила, какие они вежливые, порядок, чистота и так далее. Приехав и увидев вот это вот все, я поняла, что это действительно так. Мне очень нравится этот город, хотя в принципе ничего такого прям особого мы не успели сделать за сегодня, но все равно гуляю по всем этим улочкам и так далее. Мне очень понравилась эстетика и атмосфера этой страны. Успели еще раз искупаться, уже собрались и сейчас будем выезжать. У нас сегодня очень сильный ливень, поэтому наши планы на сегодня это гулять где-то в помещениях, в торговом центре. Мы планируем пойти и пошопиться. Короче, этот бренд в основном для кемпинга. Я тут себе не прям
что-то нашла. Единственное, думаю взять вот такую вот футболочку полосатую. Она не выглядит спортивно. А еще, так как кемпинговская одежда похожа на гольф-одежду, а мои родители занимаются гольфом, я взяла одежду им. Маме я взяла вот такую вот водолазку. Еще специально с защитой от солнца. А папе нужна была шляпа, поэтому я взяла тоже вот такую вот. Молодой человек сходит с ума, посмотрите. Просто вот этот вот бренд — это максимальный стиль моего молодого человека. Он любит спортивные, яркие вещи. Даже вот сейчас, посмотрите, на его кроссовки. Это вот его. 이거 다 내가 산 것처럼 말하지 마세요. 조심하세요. Мне кажется, мы в этом магазине точно час уже есть. И еще смешно, что он так быстро переходит от одного отдела в другой, как все продумано. Выходит вот такой вот чехол, когда идет дождь, чтобы рюкзак не промокал. 이거는 하나 사면 계속 쓰는 거야. 그 생각 앞으로. Он оправдывает каждую свою покупку. 나 근데 얼마 나오지? Мы наконец-то вышли с магазина. До сих пор идет дождик. Магазин, в котором мы были, это японский бренд, и он достаточно популярен по всему миру. И мы сейчас вот сравнили цены, вот то, что даже молодой человек себе купил, это почти в 2 раза дешевле покупать здесь, чем это все стоит в Корее. Поэтому, в принципе, я считаю, это был достаточно выгодный и действительно хороший шопинг, как минимум для моего молодого человека. 슈퍼 마트 일단 스테이크. ステーキ 스테이크 이쪽 1つでミックスも1つ はいはい Японская кухня, она вообще не жирная. И поэтому она как-то очень легко заходит. Это очень вкусно. Не преувеличиваю, это одно из самых вкусных мяс, которые я ела. Мы сейчас приехали в Юникло. У нас, короче, шопинг по японским брендам. Let's go! Он сказал, что не будет ничего покупать в Юникло, что ему не нравится этот бренд. Теперь набрал там опять себе кучу вещей. Мы пошопились, молодой человек в итоге тоже пошопился. Снова идет дождь, поэтому мы нигде прям так не погуляем. Будем надеяться, что он закончится, и мы выйдем уже в районе отеля прогуляться. Интересно, какая на вкус японская клубника. Смотрите, какая. Не вкуснее, чем у нас. Как будто бы не настоящая. Бай-бай. Спустя почти 1,5 часа мы наконец-то приехали в отель. Вчера мы с парнем нормально так шиковали, поэтому на оставшиеся 2 ночи мы забронировали просто самые обычные номера. Так что ничего такого прям крутого не ожидайте, но я все равно хочу сделать вам рум-тур. Вот такое вот зеркало нас встречает. И вот сама комната. Компактная, чистая, аккуратная. И вообще у нас вид на гору Фудзи, но опять же таки из-за погоды, конечно, ничего не видно. Столик и сразу почему-то раковина, но окей. Туалет, ванная. Она как будто бы игрушечная. И вот здесь такой, опять же таки, стульчик. Думала, это будет какое-то блюдо, потому что я не успела заснять ни одно из них, а это был просто васаби. Вот такой вот аутфит на сегодня. Это все то, что я купила вчера. Мы специально сегодня встали пораньше, чтобы пойти в одно очень популярное инстаграмное место, и там было дофига людей. Молодой человек тоже надел все новое, то, что купил вчера.
Смотрите, какая классная погода сегодня. Вчера очень сильный был дождь, был гром, молния почти весь день. А сегодня вот такая красота. Мы пришли на то самое место. Вообще это не та лестница, если честно. С другой стороны моста более красивый вид на гору, но мы решили не стоять там в очередь. Представляете, уже с утра там куча людей, поэтому мы пришли на вот эту. Очень быстро успели сфотографироваться, потому что на той самой лестнице с другой стороны была куча людей, и мы просто прибежали на другую. И мне кажется, у нас получились не хуже фотографии и видео, поэтому мы без очереди даже успели сфотографироваться дважды. Просто не передать словами, как красиво. Здесь видно и гору, и сакуру. Мы сейчас идем вокруг озера. Эта гора, она не входит в топ самых там высоких по миру и так далее, но мне кажется, она самая красивая. Типа, посмотрите, какая она просто идеальная. Япония, как будто бы все идеально, даже вот такая вот природа. Вот так вот всей семьей тут собираются и сидят. Мы сейчас собираемся уезжать на вторую локацию, точнее это уже третья локация по счету, и мы поедем на водопады. По идее мы бы тут тоже остались бы еще чуть-чуть подольше, потому что хотелось бы еще посидеть на траве, но у нас нет времени из-за того, что вчера весь день шел дождь. У нас все эти планы на сегодня. Кушать тункасы. Это одно из моих самых любимых блюд. Вообще я очень часто кушаю это в Корее, но оригинальное блюдо, оно из Японии. В Корее оно приближенное и чуть-чуть изменено под корейский вкус. 위에 먹었는데 Очень мягкое мясо. Это намного вкуснее, чем то, что я обычно ем в Корее. Все-таки это вот оригинал. Еще здесь не дают ложки и супчики, надо пить просто водой. ありがとうございます。はい、どうも。ありがとうございます。3500円。はい、ありがとうございます。はい、どうも。ありがとうございます。はい、気をつけてね。ありがとうございます。はい、ありがとう。Мы приехали в город Сидзуока. Это наш последний отель, и он тоже такой маленький по структуре, он похож на предыдущий, просто интерьер другой. Такая вот комнатка. Здесь тоже есть ванна. It feels like it's an airplane. Мне кажется, в этом и есть прикол. Не каждый же день нам шиковать, да? Еще вчера я хотела снять полный обзор всех покупок, но я не успела этого сделать, поэтому давайте сделаем это сейчас. Подарки родителям я уже показала до этого. В основном здесь покупки моего молодого человека. Все то, что я вам показывала в магазине в Uniqlo. Белая футболка базовая, вот короткую юбку. И здесь удобно, что это шорты. Также в Uniqlo я взяла себе те брюки, но они сейчас на мне. Молодой человек купил в Uniqlo себе тоже пару коричневых брюк, они сейчас на нем. А еще он взял вот такую вот футболку. Как по мне, обычная максимально. Вот рубашка. Она немножко как будто бы в таком японском стиле. Он взял своему папе в подарок вот такую флисовую кофту. Очень теплая. Папа молодого человека
ходит в горы и тоже любит кемпинг. Такая вот куртка. Она очень тоненькая, но молодой человек сказал, что в ней очень тепло. Жилетка. Опять флис, и она двусторонняя, то есть ее можно полностью вывернуть. И последняя покупка, мне кажется, она самая крутая, это рюкзак. Рюкзак черного цвета. В принципе, все. Сейчас мы заселились и думаем выйти погулять по городу. До этого мы были в таких, знаете, маленьких городках возле города Сизуока, а сейчас мы в самом городе. Поэтому разница, конечно, колоссальная, и мы сейчас пойдем прогуляемся, поужинаем, и все. Тут уже определенно чувствуется, что это город. Мы сейчас увидели любимое блюдо молодого человека, и поэтому решили взять небольшую порцию. Такояки — это популярная японская уличная еда, а именно круглые шарики из теста с кусочками осьминога внутри. Посмотрите, какая милота. Это подставочки для палочек и ложек, чтобы не ложить их на стол. Боже. Еще здесь вот такая красивая посуда. Смотрите, это гора Фудзи. Боже, это очень красиво. Людей, очевидно, стало больше к вечеру. Вот эти 3 дня я впервые вижу так много японцев, потому что мы реально были в максимально маленьких городках. Там не было столько людей. Это корова не живет в городе. Корова. Волк. Далеко. Сова живет в парке. Наш слон не ест. Наш слон не ест. Так вот он учит русский язык. Не нас. Алин. Я уже вернулась домой, вот такой вот трип у нас получился. Мне кажется, в этом влоге не будет прям чего-то такого интересного, скорее я просто поделилась атмосферой и эстетикой природы Японии, но тем не менее большое спасибо за просмотр. Еще мне очень интересно, какой контент вы бы хотели также видеть на моем канале, потому что сейчас у меня одни влоги, и мне хотелось бы попробовать что-то новое, что-то другое, поэтому обязательно пишите свои мнения и предложения в комментариях. Еще раз большое спасибо и увидимся с вами в следующем видео. Всем пока!